Ну, то есть он говорит, Леша, я проезжаю в обменник, что же это такое? Ребята, это вопрос ожидания. Они говорят, нас, ну, более того, на среду президент просит совещание по экономической политике. Он будет объяснить мне, то есть мы как бы не все вместе курс укрепляем. Хорошо, объясните мне, за счет чего мы будем жить, ну, бюджет. Ну, вы можете мне дать ответ на вопрос, я могу сказать, все нормально, лучшие экономисты в городе, как бы там, сидят, работают, значит, у нас есть там, понимание, что все хорошо, но цены смотрите, макроэкономическая ситуация, она очень благоприятна. Она говорит, Леша, перестаньте мне бросить голову. Можете меня на пальцах объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов. Ну вот, в чем хитрый план? Ну вот. А если дальше так будет, ну, и как? Ну, будет в следующем году на 100 миллиардов дыра в бюджете, потому что Галина будет укрепляться, как я говорю. Это не какое число? 16 декабря. Понимаешь? То есть это, ну, это просто невиданно, аукцион невиданной щедрости. То есть я к чему? И мы говорили, что... И она все равно укрепляется. И она укрепляется. Но может быть после последнего аукциона, но уже конец года. Не, об этом говорит месяц 250. Ну, я просто к тому, что это время сейчас, ну, давайте ставить друг другу задачи. Давайте ставить задачи, что надо делать и что для этого надо делать. Ну, коррупционеры, да, в том смысле, что Маркарова и Ротшильды и все они просто на это зарабатывают. Это первый страх. Второй страх – это все дети Петра Порошенко. Тут важно показать главную вещь. Смотрите, вот все остальное не имеет значения. Ну, зачем это потом обычно. У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает, есть платежный баланс сильно не исправится, а гривна сильно укрепится. Аномалия. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос. Как мы ему внятно не объясним следующее. Вот смотри, в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали, перед выборами стабильно у нас, ну, как бы, там вся эта гривна. Поэтому гривна была слабее, чем должна была быть экономически. То есть, я сейчас фантазирую. Не, ну ты прав на самом деле, не только население, экспортеры тоже придерживали доллар в ожидании. Потом после выборов все рассказывали о том, что гривна бахнет, будет 50 и все остальное. Поэтому что Гривна сделала после того, как стала? Она сначала вернулась в то состояние, в которое она должна была быть экономически, а потом она начала еще сильно, потому что тренд люди увидели, парламент сильный, монобольшинство, люди говорят, ничего себе, нормально. Дальше Гривна укрепляется, люди начали видеть, что мифы, которые были созданы перед выборами, они как бы не подтверждаются, а наоборот. Новый сильный президент, бам-бам-бам, уровень доверия беспрецедентной к власти, Гривна продолжает укрепляться. У него нет в голове это, надо показывать, и нам надо потрудиться, друзья, чтобы эта история выглядела очень, будем говорить, реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос, не будет пустое место там, и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А эта облигация, это чисто, она попадает в голову, только потому что у него есть демант на эту тему. Это первое. Вторая история. Нам надо показать, что ресурсы стали решать. В моем представлении, я полный профан в экономике, я юрист корпоративный. Но что я понимаю? Есть две этих, монетарные, да, мессианская, ну, очень простые вещи. Первое, ты или идешь в удешевление ресурсов, или ты идешь в то, чтобы печатать деньги и как бы там разогревать экономику. Это так, ну, там, полярные какие-то вещи. Если ты идешь в удешевление ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, стоимость займа снижалась, все снижалось, как она.
И надо показать, что, смотрите, вот западные страны, у них там все эти, и люди зарабатывают по 2%, и как бы там депозиты, и все остальное, оно все там, ну, короче, на деньгах спекулятивные, там, на заработки, они там несопоставимы, там, вот, там, реальный сектор занимает 95%. Ну, всегда зарабатывает. Поэтому экономика реально обучение падает. Но для этого надо, то есть, ну, мы тут как бы как это, на получатели, да, макро. Первый вопрос это макро. Какой макро мы видим в следующие 2-3 года? Это же у нас нет макро, который... Почему? Ну, потому что тот макро, который есть, все те макро, которые есть, они очевидно. А вот Смотри, но мы же говорили, что мы вместе с макром как бы посоветовали сделать такое. При таких-то условиях, раз, два, три, четыре, пять, вот макро, в который мы верим, такой И в этом макро мы должны были заложить какие-то... Да, и там показать, но это значит, что у нас столько-то инвестиций зайдет в этот год, это значит, у нас так вырастет споживание, то есть макро понятно, это понятная как бы модель, что на что влияет. Соответственно, вот наш макро, и в этом макро курс будет вот так вот укрепляться.